Всем привет, с вами Моника, и сегодня мы поговорим о такой важной вещи в витуберстве, как дизайн своего витуберского персонажа. Видео про дизайн персонажа на самом деле очень много, но я не видела ничего подобного именно для витуберов. И я считаю все-таки, что это отдельная тема, которую можно отдельно в принципе разобрать. И давайте тогда начнем. Первое, что нужно учитывать при создании вашего витуберского персонажа, это идея канала, его тематика, и также характер и лор, если у вас он есть. Проще всего будет тем, кто опирается на какую-то свою реальную жизнь без какого-то там лора, и те, кто собираются сделать какой-то контент по типу просто стримов, каких-то разговорных, караоке-стримов или игровых. Но если вы хотите взять какую-то другую тематику, например, рассказывание каких-то страшных историй, то давайте признаем, что милый и кавайный персонаж тут будет немного не в тему. Также вы можете посмотреть какие-то виды эстетик, у меня про это даже есть видео, если что, сами посмотрите и можете опираться на какую-то из них. Но если вам легче следовать какому-то плану, каким-то правилам, то можете посмотреть, найти подходящую и опираться. Например, если вы возьмете эстетику какую-нибудь Dark Academia, то у вас персонаж будет такой вот загадочный. Так, и как раз будет идеально для рассказывания каких-то страшных историй, раз уж мы уже взяли это как пример. Теперь, когда мы накидали идей, надо отправляться на Pinterest за референсами. Лучше смотреть не абстрактные фотографии по какой-то эстетике, а смотреть сразу аутфиты, одежду. Визуальный образ вашего персонажа уже должен начать формироваться. И вот, когда все приготовления завершены, теперь мы можем сделать его набросок. Тут нам следует опираться на характер персонажа, который мы до этого додумывали, и на наши референсы. В дизайне персонажей линии и формы играют очень важную роль. Например, округлые линии присутствуют у милых, женственных, мягких персонажей. Так, какие-то острые углы линий, треугольнички присутствуют у персонажей более таких вот ярких, резких. И на форму квадрата или прямоугольника опирается, когда персонаж какой-то надежный, стабильный, спокойный. Поэтому тут тоже можете использовать визуальный язык, чтобы, смотря на ваш виртуальный аватар, можно было понять еще что-то и про вас. Но не только линиями ограничивается визуальный язык дизайна создания персонажей. Очень важны детали в создании персонажа. Эти детали должны рассказать о вашем персонаже и желательно как можно больше, но при том всем старайтесь не сильно перегружать дизайн. Это можно простить на практически любом созданном персонаже когда-либо. Например, та же Sailor Moon, у которой хвостики ее отсылают на ушки зайчика, а сама матроска как бы отсылает на то, что она школьница, и вот как бы школьница, зайчик такой вот. И нам она уже запоминается, потому что эти визуальные образы мы видели, и посмотря на ее дизайн, мы уже можем многое сказать. И специально для этого я сейчас тоже решила создать небольшой такой набросок дизайна для витубера. Я решила, что это будет такая вот милая официантка. Эта идея пришла мне в голову абсолютно спонтанно, но кроме того, ее форма очень похожа на эту форму в Maid Cafe, но при том всем, видите, она также напоминает японскую школьную форму сайфуку. Этим бантиком и этой юбкой. И этим мы даем зрителю понять, что она не просто официантка, но еще и как бы школьница. Кроме того, у нее тут клубника на голове и клубничный принт на чулочках, что больше отсылает к какой-то летней тематике, к тематике таких вот летних кафе, что дает предположить, что летом она подрабатывает в каких-то кафешках. И опять же, посмотрите, у нее много очень округлых линий, чтобы показать, что она такая вот милая, хорошая. А дальше мы должны выбрать цвета для нашего витуберского персонажа. Очевидно, палитра может отражать не только характер, но и род деятельности, скажем, или, например, ссылаться на какое-то животное, например, гавр-гура достаточно неспокойная, хотя ее основной цвет такой голубой и синий, но это просто отсылает на то, что она вот такая вот морская девочка-акулка. Так что в первую очередь решите, какую основную мысль вам надо в первую очередь донести до зрителя о вас. В данном дизайне я решила сделать такую теплую летнюю палитру, не отходить от этих летних цветов, и показать, что и персонаж сам по себе такой теплый, веселый, и, наверное, все-таки я очень хочу использовать желтые цвета и красные. Как видите, я сделала два варианта покраски, чтобы определиться, какой лучше. Первый вариант, мне кажется, как-то теплее и более вписывается в мою задумку, в то время как второй вариант, он все еще достаточно стильный, но кажется холоднее, не очень сильно отражает мою идею. Особенно тем, что тут есть и голубой такой яркий, и темные у нее волосы. Это все тоже играет по-разному на восприятие персонажа. Поэтому я думаю, все же оставлю первый вариант. И дальше, наверное, будет достаточно сложно для понимания для не художника особенно тема, а именно силуэт.
для того, чтобы объяснить, как работает силуэт, я нашла PNG-шки витуберок из Hololive, и сейчас я их закрашиваю в черный цвет. Как видите, никаких деталей, кроме силуэта, у нас больше нет. Я уверена, вы все еще можете понять, что за девочка перед вами. Это признак того, что у девочек в Hololive очень хороший дизайн персонажа. Персонаж должен читаться не только по цветовому сочетанию и деталям, он также должен читаться и по силуэту. Так, это нужно для того, чтобы мозг зрителя сразу воспринял, кто это у нас тут стоит. И чтобы вас больше ни с кем не спутали. Например, на моем нынешнем витуберском аватаре специально такая форма волос сделана немного нереалистично и немного неправильно, только для того, чтобы читался силуэт. И вот в дизайне, который я сейчас рисую, тоже читается силуэт. Так, я ее закрасила и тоже проверила, что, в принципе, она у нас хорошо получилась. Конечно, надо подправить будет пару вещичек и, наверное, все-таки поднять ободок повыше. Но в целом, как видите, все уже читается. И надо, чтобы и в вашем дизайне тоже читалось. Очевидно, это не все приемы для хорошего дизайна персонажей. И если вас заинтересовала эта тема, то я настоятельно рекомендую углубиться в эту тему поглубже. А на этом все, с вами была Моника, всем спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А на этом все, до скорой встречи, всем спасибо большое, всем пока!